Противостояние Александры Трусовой и Алены Косторной продолжилось в группе Евгения Плющенко. Обе девушки претендуют на статус безоговорочного лидера и главной звезды Академии, однако только одной из них суждено стать примой ангелов. И похоже, Плющенко совсем не выгодно, чтобы эта роль досталась Алене Косторной. Ее победа на этапе Кубка России в Казани может обернуться для Евгения серьезными проблемами. Как бы тренер ни пытался сохранять нейтралитет, кому-то из учеников всегда будет казаться, что ему уделяют меньше внимания, чем конкуренту. Со стороны кажется, что Плющенко делает ставку на Трусову и, как следствие, больше заинтересован в ее успехе. Именно ради работы с Сашей он отказался от участия в некоторых шоу и показательных номерах. В отличие от Косторной, Трусова пришла в ангелы Плющенко после неудачного сезона, так что в случае успеха Евгений сможет поставить ее победы себе в заслугу. В этом плане с Косторной все намного сложнее. В лице Алены Плющенко получил лучшую фигуристку прошлого сезона, легкую, воздушную, потрясающе стабильную и с высоченным тройным акселем. И все это некогда аутсайдер юниорских турниров приобрела у Этери Тутберидзе. Поэтому, чтобы переход Косторной к Плющенко оправдался, ей надо выучить четверные и выиграть Олимпиаду. Однако сейчас кажется, что даже остаться на прежнем уровне Алене будет невероятно тяжело, не говоря уже о прогрессе. Пока нет никаких оснований полагать, что Алена восстановила тройной аксель, что изначально снижает ее шансы в борьбе с Трусовой и Щербаковой. Да и оценка за компоненты у нее уже может быть не такой впечатляющей, как год назад. Первое очное противостояние Трусовой и Косторной в новых реалиях пройдет на 4-м этапе Кубка России. В Казани встретятся две Джульетты. Точнее, Джульетта и злой рок, настигший ее. Именно этот образ Саша воплощает под композицию Ричарда Клейдермана «Монтеки и Капулетти». Алена же катается под тему The Chick of Night из «Ромео и Джульетты». От ее произвольной многого ждут, ведь поставила программу канадский хореограф Шолин Бурн, известная своим нестандартным мышлением и отсутствием каких-либо рамок для самовыражения спортсмена. Надо сказать, что фрагмент, выложенный в аккаунте Академии Плющенко в Инстаграме, вау-эффекта не произвел. Но вполне возможно, что в рамках соревнований постановка будет смотреться интереснее. Если же говорить о форме, в которой девушки подходят к турниру, то Саша выглядит более подготовленной. В Москве она заявила 3 четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой. Пока неизвестно, какой контент спортсменка покажет в Казани, будет это запланированный Сальхов или только освоенный Ридбергер. Как будет исполнен тройной аксель, в соло или в каскаде, как на одном из последних видео. Однако уже понятно, что у Саши есть все, чтобы при чистом прокате стать недосягаемой для своих соперниц. Фанатам Косторной остается уповать на ошибки Трусовой, чудесное возвращение тройного акселя и безупречно выполненные непрыжковые элементы. Как правило, на Кубке России хорошо вращающиеся фигуристки из 3 обязательных элементов получают бонусные очки за 2 из них, за заклон и комбинированное вращение. Но удалось ли Алене сохранить идеальное по качеству вращение – большой вопрос. Может, прозвучит парадоксально, но локальные успехи Косторной на старте сезона для Плющенко могут стать проблемой. Неизвестно, как на лидерство Алены отреагирует Трусова, которая, как принято считать, требует к себе особого отношения. Не исключено, что именно желание избежать конкуренции с Косторной и Щербаковой на тренировках и побудило Сашу сменить школу, а в итоге ей снова приходится соперничать с Аленой за статус примы, но уже у Плющенко. Даже сейчас обе спортсменки предпочитают заниматься по отдельности и почти не пересекаются на тренировках. В случае очередного поражения от Косторной, у Трусовой наверняка появится сомнение в правильности перехода от Тутберидзе к Плющенко. Победа в Казани, напротив, может окрылить русскую ракету и придать ей уверенности. Если теперь она побеждает того, кому раньше постоянно проигрывала, значит, находится на верном пути. Так что, кажется, Плющенко абсолютно не заинтересован в победе Косторной в Казани. Более того, напрашивается вопрос, а не потому ли Алена до сих пор не вернула тройной аксель? И еще один нюанс. В
В случае победы Косторной без ультра-Си, Плющенко придется хвалить ее артистичное и художественное катание. А ведь совсем недавно, после скандального второго этапа Кубка России, Евгений Викторович высказал мнение, что в первую очередь должны побеждать те, кто делают сложные прыжки, а не просто красиво катаются.